Сейчас я нахожусь в Лондоне, недалеко отсюда, но за 1000 миль от родины похоронен человек, без которого невозможно представить современную историю России – Борис Березовский. Он был богатейшим человеком в стране. Говорили, будто он управляет Россией, начинает и заканчивает войны, назначает и снимает министров, генералов и президентов, будто без него не принимается ни одно серьезное решение российского руководства. Крупный бизнесмен, имеющий ресурсы, чтобы влиять на власть. Это буквально словарное определение слова «олигарх». И Березовский, на первый взгляд, типичный олигарх из 90-х. Но я расскажу его историю не так, как это делают обычно. Сегодня я покажу вам человека, сотканного из противоречий. Ученого, мошенника, бизнес-магната, который выстраивал закулисные схемы управления страной, работающие и поныне. Но прежде всего, Березовский был одним из тех, кто пытался противостоять Путину, был одним из главных его врагов. Парадокс, ведь Березовский сам помогал ему прийти к власти. 18 апреля 2008 года в Лондоне начался судебный процесс. Судились здесь два россиянина – олигарх Роман Абрамович и бывший олигарх Борис Березовский. Когда-то они были партнерами по бизнесу и близкими друзьями. Но это осталось в прошлом. Березовский потребовал от Абрамовича возместить ему $5,5 миллиардов, которые он потерял, продав тому под давлением задешево свои активы. Казалось бы, обычный арбитраж, спор хозяйствующих субъектов. Такое случается сплошь и рядом, когда вчерашние партнеры ссорятся, а потом делят имущество. Но тогда судились не просто бизнес-партнеры. Судились люди с разными взглядами на российскую верхушку. Абрамович после прихода к власти Владимира Путина демонстрировал тому лояльность и готовность играть по новым правилам и приумножил свое состояние. Березовский же стал открыто против Путина выступать и в итоге бежал из России в Великобританию, чтобы не оказаться в российской тюрьме. И стал для российских властей чем-то вроде оруэлловского Голдстейна, главным политическим пугалом. Ему приписывали теракты, убийства, цветные революции в соседних странах, финансирование чеченских боевиков. Большая часть из этого, конечно же, неправда. Но что Березовский действительно делал после отъезда? Продолжал публично бороться с Путиным. Суд против Абрамовича, который проходил здесь, вот в этом здании суда, был прежде всего проектом, призванным показать, как Кремль борется с теми, кого считает своими противниками. Как политические цели оправдывают любые средства – давление, шантаж, угрозы, захват заложников. Конечно, миллиарды вернуть тоже хорошо, но не они были главной целью при подаче иска. В чем вообще была суть претензий? Как только Березовский начал противостоять Путину, Кремль заставил его отказаться от российских активов и передать их Абрамовичу по ценам намного ниже рыночных. Чтобы Березовский был сговорчивей, в тюрьму отправили одного из ближайших его партнеров, Николая Глушкова. Мы видели аналогичную схему в деле Ходорковского, когда за решеткой оказался сначала его друг Платон Лебедев. Видели и в деле Навального, у которого в тюрьму посадили брата. Благодаря иску Березовского подобная история впервые перешла из раздела «все понимают» в плоскость юриспруденции. Стороны вывалили на стол лондонского суда документы, свидетельствующие о методах российских бизнесменов в 90-х и в нулевых. Познакомили англичан с терминами «крыша», «кидалово», «разводка» и раскрыли реальную роль Бориса Березовского в российской политике. Многое из того, что я сейчас расскажу, стало известно благодаря тому суду. Вы наверняка знакомы с событиями осени 93 года. Танки в Москве, горящий Белый дом, штурм телецентра. Но мало кто знает, что эта история могла повториться в марте 96-го, когда Россия снова оказалась в полушаге от гражданской войны. Борис Березовский был среди тех, кто эту войну предотвратил. Главная политическая интрига России того времени – что будет, когда к власти вернутся коммунисты. Победа на президентских выборах Геннадия Зюганова, лидера КПРФ, в начале 96-го года казалась делом решенным. Против Ельцина было абсолютно все. Он начал реформы еще 5 лет назад, но страна продолжала жить в нищете. Грозный собирались взять силами одного полка ВДВ за 2 часа, а в итоге увязли в Чечне на годы.
Да и сам президент из бодрого популярного политика превратился в пожилого человека, который перенес 3 инфаркта за полгода. У него толком не было команды единомышленников, объединенных общей идеей. А задача была невероятно сложной – переизбрание непопулярного президента на 2-й срок. Тогда не существовало такого понятия, как партия власти. Попытки ее создать заканчивались провалом. Например, партия «Наш Дом России» премьер-министра Черномырдина набрала на думских выборах 95-го лишь 10%. Почти все губернаторы в России были скрытыми или явными сторонниками коммунистов. Исключение составляли лишь мэры Москвы и Петербурга – Лужков и Собчак. Никакой вертикали власти не было и в помине. Губернаторы самостоятельно принимали решения. В ближайшем же окружении Ельцина правили балсиловики. Начальник службы безопасности президента Александр Коржаков и директор ФСБ Михаил Барсуков. Они собирались подойти к решению проблемы с силовой точки зрения. Дескать, раз уж выборы выиграть невозможно, значит, нужно их отменить. Ввести военное положение, запретить Компартию, разогнать протесты. В такой ситуации взяться за проект по переизбранию Ельцина мог лишь безумец и авантюрист. И им как раз и был Борис Березовский. Кем он был, на чем заработал свои первые деньги, расскажу после рекламы. Посмотрите, пожалуйста. Одно из неприятнейших свойств нашей памяти – забывать информацию, которую мы не используем. Мы забываем имена и лица родственников, с которыми давно не связывались, забываем базовые знания из школьной программы, мы даже можем начать забывать родной язык, если долго им не пользуемся. Что уж говорить о языке иностранном. Его мало выучить, его нужно постоянно поддерживать и желательно говорить на нем. Иначе ваш активный словарный запас запросто сдуется за год-два, особенно если вы учите еще один язык. Поддерживать уровень вашего иностранного языка, а заодно прокачать грамотность устной речи вам поможет бот Чатти. Искусственный интеллект не будет вас осуждать, он просто подскажет, как сформулировать получше и объяснит почему. Начать заниматься легко. Просто добавьте себе бота и запишите голосовое сообщение. Общение идет именно в таком формате, но можно и текстом писать, если голосом неудобно. И в том, и в другом случае Чатти не только вас поправит, но и даст осмысленный ответ. Так вы сможете практиковать и аудирование. Давайте попробуем. Сейчас вот на нашем операторе испытаем. Hi Chatty, how to say in English that I want to finish recording of this video faster and go home to sleep in a formal way? You could say, I'd like to finish recording this video as soon as possible so I can go home and get some sleep. For a slightly more formal tone, I would like to conclude the recording promptly so I may return home and rest. Which fits your situation better? Which fits your situation better? I really want to finish this video as soon as possible and go home to sleep. Thank you, Chatty. Пользоваться очень удобно и просто, как видите. Удобно, потому что прямо в Телеграме вы можете общаться с ботом как со знакомым между делом, обсуждать кино, политику, музыку или работу. Генерируются ответы быстрее, чем их записал бы реальный человек, поэтому создается ощущение живого диалога, без пауз, которые обычно бывают при общении голосовыми. Кстати, доступен у Чатти не только английский, но и немецкий, французский, испанский, японский и другие языки. У каждого есть свой отдельный бот. Попробуйте бесплатно по ссылке в описании или воспользуйтесь этим QR-кодом. Путь Бориса Березовского к вершинам был долгим и непростым. В советские годы он занимался наукой. Еще в юности он выбрал математику, и не случайно. В СССР наука была настоящим социальным лифтом. Ведь, чтобы вести гонку вооружений с американцами, нужны были технологии, а значит, требовались те, кто эти технологии будет развивать. У ученых, особенно у технарей, были деньги, почет и уважение. А Березовский всегда выбирал наиболее перспективный путь. Почти 20 лет он работал в Институте проблем управления Академии наук. Хорошим математиком он не был, но карьеру делал быструю и впечатляющую. Березовский не стремился делать научные работы. Ему проще было найти тех, кто сделает эти работы за него. Он умел находить подход к людям и получать желаемое. Легко организовывал сложные и сомнительные схемы, приносившие дивиденды как ему лично, так и его институту. Например, в 70-х Березовский свел близкое знакомство с топ-менеджерами Волжского автозавода «АвтоВАЗа» и устроил масштабный бартер. Сотрудники института писали для автовазовцев диссертации, а взамен из Тольятти тем приезжали дефицитные запчасти для «Жигулей». Березовский поставил эту схему на поток, а впоследствии связи на автозаводе помогут ему начать собственный крупный бизнес. В начале 80-х сотрудники ОБХСС
была такая организация в Советском Союзе, занимавшаяся экономическими преступлениями, арестовали Березовского в Махачкале при попытке продать постельное белье, туфли и еще какие-то вещи. В СССР такое называлось спекуляцией и считалось уголовным преступлением. Вытащить его помог коллега по институту, сын известной писательницы Зои Богуславской. Она позвонила главному дагестанскому поэту Расулу Гамзатову, и тот использовал свои связи для освобождения будущего олигарха. В те времена Березовский мечтал стать знаменитым ученым. У него была конкретная цель – получить Нобелевскую премию. Двигался он к мечте вполне успешно. Защитил кандидатскую диссертацию по теории информации, получил премию Ленинского комсомола, затем защитил докторскую. Может, Березовский и получил бы однажды заветную Нобелевку, но времена изменились. Появилась сфера намного более перспективная – бизнес. Первые относительно большие деньги Березовский заработал на перепродаже, сделанной в Институте работы. Используя связи, он пролоббировал крупную сделку по закупке государством программного обеспечения. Продавцом в той сделке выступил кооператив, основанный самим Березовским, и заработал он на этом, по его словам, миллионы рублей. Такая сумма была пределом мечтаний для многих, но стала первым шагом для Березовского. Он хотел миллиард, и не рублей, а долларов. В конце 80-х Березовский пришел к руководству Волжского автозавода с предложением создать совместное предприятие и совместно заработать на продаже автомобилей. Грех таким не заняться, тем более в стране, где автомобили – один из самых дефицитных товаров. Да еще и имея в партнерах сам АвтоВАЗ. В те годы государство стояло на пороге краха и уже не могло пресекать спекулятивные схемы. А «Жигули», производимые в Тольятти, официально продавались по заниженным в несколько раз государственным ценам. Эти два обстоятельства привели к тому, что вокруг АвтоВАЗа, как грибы, повырастали кооперативы-посредники, скупавшие машины прямо с конвейера по госцене и перепродававшие их по реальной рыночной стоимости. Делалось это с помощью взятки руководства завода, размер которой определялся толщиной пачки 100-долларовых купюр в сантиметрах. Так и говорили, такой-то контракт будет стоить 5 сантиметров баксов. Но Березовский всех этих посредников легко обошел. У него были не просто доллары в пачках, у него было совместное предприятие с гендиректором АвтоВАЗа в качестве акционера. Он вывел бизнес по перепродаже «Жигулей» на новый уровень. Его «Логоваз» скупал автомобили не сотнями, как остальные посредники, а десятками тысяч, якобы на экспорт. Ведь так отпускная госцена была еще ниже. При этом Березовский давал Тольяттинскому заводу лишь 10% от стоимости автомобиля, а остальное должен был выплатить через несколько лет. СССР вскоре распался. Началась гиперинфляция, и получается, что машины достались Березовскому вообще почти бесплатно. Очень быстро «Логоваз» стал крупнейшим автодилером в стране. Появились сотни автосалонов в разных городах. Помимо «Жигулей» начали продавать и импортные автомобили, например, «Мерседесы», которые стали главным атрибутом бандитов, и «Новоришей», получивших прозвище «Новые русские». В 92-м оборот «Логоваза» составлял 250 миллионов долларов, а Березовский стал одним из самых богатых людей в стране. В 93-м Березовский основал автомобильный всероссийский альянс «АВВА». Альянс этот выпускал ценные бумаги, которые мог купить любой желающий. Полученные деньги должны были пойти на строительство в Тольятти нового завода для выпуска народного автомобиля, нашего российского Volkswagen ВАЗ-1116, который достался бы держателям акций с хорошей скидкой. Если вы читали книгу Николая Носова «Незнайка на Луне», то наверняка помните аферу с акционерным обществом гигантских растений. Герои продавали акции, чтобы на вырученные деньги построить ракету и доставить на Луну земные сельхозкультуры. Они вложились в рекламу, акции подскочили в цене. В итоге партнеры «Незнайки» просто присвоили себе полученные деньги, обманув вкладчиков. АВВА действовала по тому же принципу. Видимо, читали «Незнайку на Луне». Благодаря мощной рекламной кампании Альянс распродал гражданам, еще не успевшим сильно обжечься на финансовых пирамидах, бумаг на 50 миллионов долларов. И никакого завода не построил. Обещанный ВАЗ-1116 не продвинулся дальше прототипа. Бумаги обесценились, а деньги инвесторов помогли Березовскому получить треть акций самого АвтоВАЗа. В конце 90-х инвесторам предложат обменять ценные бумаги АВВА на акции АвтоВАЗа или на наличные. Вот только за бумагу, которая в 93-м стоила $10, спустя 5 лет можно будет получить, в лучшем случае, 10 рублей.
7 июня 1994-го Березовский чудом избежал смерти. Он выезжал на своем «Мерседесе» из офиса Логоваза на Новокузнецкой, когда раздался взрыв, сработала бомба, заложенная в припаркованной рядом машине. Водитель Березовского погиб на месте, охранник получил тяжелые ранения. Но сам Березовский остался жив лишь по чистой случайности. В тот день он сел позади водителя, хотя обычно садился по диагонали, за передним пассажирским креслом. Это его и спасло. По официальной версии, заказчиком убийства был бизнес-конкурент Березовского, лидер ореховской преступной группировки Сергей Тимофеев по прозвищу Сильвестр. Спустя несколько месяцев уже Сильвестра взорвут в его машине. Убийство останется нераскрытым. Роль предпринимателя начинает надоедать Березовскому. Его не занимали вопросы операционного управления бизнесом. Он хотел большего. Не просто зарабатывать деньги, но влиять на происходящее в стране, стать частью правящей элиты и получить возможность продвигать свои идеи. В 1993-м Березовский познакомился с Валентином Юмашевым, будущим зятем президента Ельцина и одним из наиболее приближенных к нему людей. По просьбе Юмашева Березовский дал деньги на издание мемуаров Бориса Ельцина под названием «Записки президента». Но чтобы завоевать расположение Кремля, разовой услуги было мало. Нужно было поставить их на поток. Так Березовский задался целью получить контроль над Первым каналом российского телевидения. Тот официально назывался РГТРК Останкино и пребывал в плачевном состоянии. Наконец, 1994 года долги телеканала превышали 100 миллиардов рублей. Останкино проигрывал коммерческим телеканалам и по контенту, и по работе с рекламными деньгами. Рекламодатели договаривались напрямую с производителями контента, которые встраивали рекламу в программы, а полученные деньги шли мимо Останкинской кассы. Часто платили ведущим за так называемую джинсу. В новостные выпуски попадали заказные сюжеты. В общем, эфир был переполнен рекламой, но канал недополучал огромные деньги. По одной из версий, главным идеологом приватизации Останкино был не Березовский, а Владислав Листьев, самый известный и всенародно любимый журналист того времени. Приватизацию провели в январе 1995-го. Появилась новая организация – Общественное российское телевидение, или ОРТ, которая начала вещать на частоте Первого канала. Государство оставило за собой 51% акций, остальные 49% перешли в частные руки, а позже к Березовскому. Заплатил он снова сущие копейки. Журналист Пол Хлебников, основатель и главный редактор российской редакции Forbes, расследовавший деятельность Березовского, напишет в книге «Крестный отец Кремля». Первый канал обошелся олигарху всего в $320 тысяч. Генеральным директором ОРТ стал Листьев. И первым делом взялся за наведение порядка с рекламой. 20 февраля 1995-го в эфире программы «Время» он заявил: вскоре будет разработан цивилизованный механизм продажи рекламного времени, а до тех пор на рекламу вводится мораторий. Судя по всему, именно за это решение Листьева и убили. Через неполные 2 недели после заявления 1 марта журналист был застрелен в подъезде собственного дома. Его убийство стало одним из самых громких преступлений в истории Новой России, но так и осталось нераскрытым. Подозрения в заказе убийства Листьева пали главным образом на 2 человек. Во-первых, на медиа-менеджера Сергея Лисовского, который до создания ОРТ заправлял большей частью рекламы на Первом канале. А во-вторых, на Бориса Березовского, который терял много денег от введения моратория. Спустя пару дней после убийства следователи пришли в дом приемов Логоваза на Новокузнецкой. У них был ордер на обыск и на опрос Березовского в качестве свидетеля по уголовному делу. Но в здание их не пустили. Охрана просто не дала им пройти. Ею, кстати, руководил Александр Литвиненко. Тот самый Литвиненко, которого через 2 десятилетия отравят полонием в Лондоне. Ни обыск, ни допрос тогда не состоялись. Никаких реальных свидетельств о причастности Березовского к убийству не появилось, даже когда тот угодил в опалу и стал главным противником Путина. То был самый удачный момент, чтобы вбросить подобные материалы, если бы они у властей были. Но, по всей видимости, их не было. В отношении Лисовского никаких обвинений тоже выдвинуто не было. А ОРТ начало вещание, как и предполагалось, с апреля 1995-го. Фактически каналом руководил Березовский. Он расставлял своих менеджеров, определял контентную политику и никогда не скрывал: контроль над ОРТ – это еще одна бартерная сделка. Березовский получает свою долю в рекламных доходах, а взамен обеспечивает лояльное Ельцину информационное освещение. Именно Березовский заложил основу для превращения Первого канала в главный рупор пропаганды.
Став де-факто владельцем ОРТ, Березовский не планировал оплачивать работу канала из своего кошелька. Он обещал поставить телевидение на службу президенту и сделал это, но ожидал, что государство будет финансировать телевидение, потому что реклама полностью окупить канал не могла. И тут мы подходим к теме залоговых аукционов. Одной из самых печальных, если даже не сказать позорных, страниц истории 90-х. Суть этих аукционов в следующем. Коммерческие банки выдают правительству кредиты под залог акций госпредприятий. По истечении срока кредита правительство либо возвращает деньги, либо передает акции в собственность банка. Вся эта схема изначально была липовой. Никто никакие кредиты возвращать не планировал. Все знали, что предприятия станут собственностью частных банков. Липовыми были и сами аукционы. Участники заранее договорились о цене, лишних людей к торгам не допускали, и побеждает тот, кто должен был победить изначально. Все это тоже стало известно из материалов суда Березовского против Абрамовича. Зимой 95-го было разыграно 12 залоговых аукционов. Именно на них Владимиру Потанину достался Норильский никель, а Михаилу Ходорковскому – ЮКОС. Участвовал в схеме и Борис Березовский. Его целью была Сибнефть. Эта компания была создана за несколько месяцев до аукциона, в августе 95-го. Тогда в Сибнефти объединили несколько крупных нефтеперерабатывающих заводов. Инициаторами объединения стали Березовский и его новый бизнес-партнер, молодой и пока еще никому неизвестный предприниматель Роман Абрамович. Березовский предложил правительству продать им с Абрамовичем Сибнефть на залоговом аукционе, а взамен пообещал использовать часть нефтяных денег для финансирования ОРТ. С Сибнефтью все прошло не так гладко, как с другими аукционами. В торги решил вмешаться еще один участник – Инкомбанк. Он предложил цену почти вдвое выше, чем Березовский с Абрамовичем – 175 миллионов долларов против 100 миллионов. Партнеры не могли перебить такое предложение. Тогда в ход пошли другие инструменты. Березовский добился снятия заявки Инкомбанка по формальным основаниям. Конкурсная комиссия внезапно нашла в представленных документах множество ошибок. Абрамович и Березовский забрали Сибнефть практически по стартовой цене, доплатив сверху лишь 300 тысяч долларов. Глава Инкомбанка Владимир Виноградов пытался оспорить результаты аукциона. Березовский в ответ развернул против него целую кампанию. В СМИ начали появляться сообщения и статьи о плохом финансовом положении Инкомбанка. Отчетностью организации внезапно заинтересовался ЦБ. Началась паника среди вкладчиков, и они побежали забирать свои деньги. Виноградову пришлось отступить. Так партнеры и завладели Сибнефтью. Понятийно договорились так, и мы узнали это как раз из материалов лондонского суда. У Абрамовича 50%, у Березовского и его многолетнего друга, бизнесмена Бадри Патаркацешвили, по 25%. Абрамович – трастовый управляющий, то есть руководит деятельностью компании в интересах партнеров. По документам же все было иначе. Официально у Березовского никакой доли в компании не было вовсе. Он просто не посчитал нужным оформлять бумаги. Бизнес-рутина ему была неинтересна. Абрамович следил за работой предприятия, зарабатывал деньги и платил дивиденды партнерам. Много лет все так и работало. Но когда политическая ситуация в стране изменится, это решение не оформлять документы и оставить все на уровне устных договоренностей сыграет против Березовского. Не будем преувеличивать значение залоговых аукционов. Речь идет лишь о 12 сделках, да и предприятия, которые на них выставлялись, зачастую были убыточными, как тот же ЮКОС, а в прибыльные превращались уже усилиями новых владельцев. Но именно в результате залоговых аукционов в России появились олигархи. Очень богатые люди, которые хотели не просто владеть капиталами, но влиять на власть и политические решения. И самым знаменитым среди них был Борис Березовский. Итак, начало 1996-го. Коммунисты вот-вот вернутся. Это казалось делом уже решенным. И вот в этих условиях Борис Березовский решает объединить усилия наиболее влиятельных людей страны ради победы Бориса Ельцина. Один из таких людей – олигарх Владимир Гусинский, с которым раньше Березовский конфликтовал и даже по некоторым данным пытался организовать его убийство, к счастью, безуспешно. Березовский и Гусинский владеют двумя важнейшими медиаресурсами – телеканалами ОРТ и НТВ. Именно эти каналы станут главными ельцинскими рупорами. К Березовскому и Гусинскому присоединяются Михаил Ходорковский, Михаил Фридман, Петр Авен, Владимир Потанин и другие. Но ключевым становится участие в коалиции медиамагнатов. Сложно переоценить роль СМИ и журналистов в кампании Ельцина. В частности, журналисты «Коммерсанта» будут работать над изданием легендарной газеты «Не дай бог», со страниц которой россиян пугают грядущими после избрания Зюганова ужасами. В
впоследствии «Коммерсант» станет частью медиаимперии Березовского. Журналисты не просто хотели заработать, они спасали свою профессию. Советские времена закончились совсем недавно. Все помнили, что такое журналистика при коммунистах. Снова писать восторженные статьи о колхозах и съездах никому не хотелось. Но зачем все это было нужно Березовскому? Для Березовского победа Зюганова означала полный крах всей его жизни. Он мог достичь высот в политике и бизнесе только в демократической России, и потому не мог за нее не бороться. Поведение Березовского перед выборами 96-го показывает, ему действительно было важно, чтобы коммунисты не вернулись к власти. Конечно, он хотел сохранить свои активы, но это можно было сделать и иначе. Многие его коллеги-олигархи пытались снижать риски другим способом. Одной рукой помогали президенту, другой отсыпали денег коммунистам, на всякий случай. Березовский же хотел, чтобы выиграл выборы именно Ельцин, и никто другой. Причем выиграл честно, так, чтобы все убедились, что это правда. Потому что только при Ельцине Березовский мог оставаться Березовским. Это бы стало невозможно при Зюганове. Он заразил других олигархов идеей организовать победу Ельцина и убедил их поставить во главе этого проекта Анатолия Чубайса. Решение совсем не очевидное. Чубайс в начале 96-го был у Ельцина не в фаворе. Президент уволил его из правительства за провал партии власти на думских выборах. Именно тогда программа «Куклы» сделала крылатым выражение «Во всем виноват Чубайс». Во всем виноват Чубайс. Что? Но Березовский продавил его кандидатуру. Вокруг них, а также дочери президента Татьяны Дьяченко и ее будущего мужа Валентина Юмашева собралась команда, которая должна была обеспечить Ельцину победу. Поначалу им нужно было победить даже не Зюганова, а Корджакова с Барсуковым, тех самых силовиков, которые руководили официальным ельцинским предвыборным штабом, который в марте 96-го подготовил следующий план – разогнать Госдуму, запретить Компартию, перенести президентские выборы на когда-нибудь потом. То есть на 2 года они планировали. Это и был тот момент, когда Россия оказалась в шаге от повторения событий 93-го. Танки для ввода в Москву были уже подготовлены. Слабый, стареющий президент, управляемый силовиками, великолепная база для возникновения диктатуры, при которой не осталось бы места в политике ни Березовскому, ни другим участникам его команды. Переубеждать президента отправилась его дочь Татьяна и Анатолий Чубайс. Березовский нашел способ предупредить о готовящемся перевороте московского мэра Лужкова и министра внутренних дел Куликова. Они тоже высказали Ельцину свое несогласие, что было удивительно, ведь ни тот, ни другой Чубайса не любили. Столкнувшись с единодушным сопротивлением ключевых соратников, президент отказывается от идеи переноса голосования и начинает всерьез готовиться к предвыборной борьбе. Именно штаб Чубайса, одна из баз которого дача Березовского, становится главным локомотивом ельцинской кампании. Все, что мы помним про те выборы, например, масштабную кампанию «Голосуй или проиграешь» с концертами самых известных музыкантов страны, все это детище чубайсовского штаба. А вот как сам Чубайс описывает роль Березовского. Из 10 идей, выдвигаемых Борисом Абрамовичем, одна была неинтересная. Из 9 оставшихся было 3-4 крайне интересных, фантастически перспективных и прорывных. 2-3 спорные и обязательно 2 чудовищные, недопустимые, которые нужно было уничтожать в зародыше, иначе каждая из них могла уничтожить все остальное. И отделить одно от другого было очень непросто. Был у Березовского на тех выборах и собственный успешный, так сказать, подпроект – кампания Александра Лебедя. Популярный в народе генерал, герой нескольких войн, Лебедь был призван оттянуть голоса у Зюганова. И ему это удалось. Заняв 3-е место, перед 2-м туром Лебедь призвал людей голосовать за Ельцина. В награду он получит пост секретаря Совета Безопасности. Чубайсу при поддержке Березовского и других олигархов удается сделать невозможное. Ельцин, в которого не верят даже собственные соратники, побеждает на выборах и остается президентом России еще на 1 срок. Заслуга Березовского в этом огромна. Если бы не он, российская история пошла бы по какому-то совершенно иному сценарию. Хорошему или плохому, кто знает, но без Бориса Березовского Борис Ельцин во 2-й раз президентом бы не стал. В
Вторую половину 90-х Березовский встречал на коне. Он один из богатейших людей России. Среди его активов ОРТ, Сибнефть, Аэрофлот, Логоваз и еще множество компаний. Наконец, сам Борис Ельцин был обязан ему переизбранием на второй срок. Березовский возгордился. Вот показательная история тех времен. Ее очевидцем был глава Альфа-банка Петр Авен. В дом приемов Логоваз приезжает Александр Лебедь, секретарь Совбеза, помощник Ельцина, один из самых узнаваемых людей в стране. Березовскому докладывает: Александр Иванович ждет в приемной. «Пусть ждет», — отвечает Березовский, который ничем другим в этот момент не занят. И спустя 10 минут подходит к двери, приоткрывает ее, смотрит в щелочку и радостно замечает: сидит, ждет. Ну, пусть еще посидит, пусть знает, кто есть кто. Но просто втихомолку управлять политическими процессами из своего особняка на Новокузнецкой Березовскому было недостаточно. Он хотел стать частью властной элиты, получить в том числе и формальные должности. Первую такую должность он получил в октябре 96-го, после отставки Лебедя, который ввязался в множество дворцовых конфликтов. Министр внутренних дел Куликов обвинял того в подготовке военного переворота. Гражданским чиновникам пришлось не по душе заявление Лебедя о планах бескомпромиссной борьбы с коррупцией. Спустя всего несколько месяцев после назначения генерала отправили в отставку. А его место, секретаря Совбеза, занял Иван Рыбкин, человек безликий и непопулярный. Партийный функционер КПРФ Рыбкин был известен тем, что его когда-то в качестве компромиссной фигуры выбрали спикером Госдумы первого созыва. Собственного политического веса и капитала он не имел, и в дальнейшем все его попытки куда-либо избраться будут заканчиваться провалом. Березовский же стал заместителем Рыбкина, а его главной задачей стало решение чеченской проблемы. Летом 96-го Россия проиграла Первую чеченскую. Были подписаны Хасавюртовские соглашения, и теперь нужно было как-то налаживать отношения с новыми властями де-факто независимой республики. Налаживать отношения Березовский умел, как никто другой. И ему это удалось. Он часто ездил в Чечню, зачастую без охраны, и встречался там не только с умеренными лидерами типа Аслана Масхадова, но с боевиками – Шамилем Басаевым, Салманом Радуевым. Особенно близко он сдружился с Мавлади Удуговым, полевым командиром времен Первой чеченской и убежденным исламским фундаменталистом. Это была особенно необычная дружба, потому что Березовский был евреем, а Удугов среди чеченских боевиков был самым известным антисемитом. Какие интересы были в Чечне у Березовского? Здесь он снова проявился как политик, причем сторонник федерализма. Березовский считал, что нужно доказать Чечне, с Россией республики будет лучше. А значит, во главе Чечни должен оказаться человек, с которым можно договариваться. У Березовского не получилось претворить в жизнь эту идею, но позже ее реализует Владимир Путин, поставив руководить Чечней клан Кадыровых. Также Березовский договаривался с полевыми командирами в Чечне, чтобы те выдавали ему пленных российских солдат, а также журналистов, иностранцев. Контролируемые олигархом СМИ преподносили такие случаи как результат блестящих способностей Березовского в качестве переговорщика. На самом деле, за выкуп заложников почти всегда платились деньги. Получился замкнутый круг. Боевики захватывали заложников, продавали их, а на вырученные деньги организовывали новые операции по захвату пленных, и так по кругу. В итоге деятельность Березовского в Совбезе стала постоянным предметом критики. Особенно в Государственной Думе, которую тогда контролировали коммунисты, и с которой у Ельцина и так было множество проблем. Восстановив здоровье после операции на сердце, которую ему сделали в ноябре 96-го, Ельцин решает придать новый импульс экономическим реформам и перетряхнуть правительство, создав так называемый кабинет младореформаторов. В марте 97-го Ельцин назначает первыми вице-премьерами Анатолия Чубайса и Бориса Немцова. В жизни Бориса Березовского наступает переломный момент. Первое столкновение Березовского с младореформаторами случилось уже летом 1997 года. Тогда олигарх замахнулся ни много ни мало на главную компанию России – «Газпром». Березовский договорился с премьер-министром Черномырдиным, что тот назначит его председателем совета директоров. На пути у назначения встал Немцов, как вице-премьер, курирующий топливно-энергетическую сферу. Немцов в председательстве Березовского видел большие риски и подозревал, что деньги от продажи газа перестанут попадать в российский бюджет и осядут в карманах олигархов. По словам Немцова, он буквально выставил того за дверь.
После чего Черномырдин взял свои слова назад. Я ничего не могу поделать с Немцовым, ведь он преемник. И действительно, приглашая Немцова на работу в правительство, Ельцин намекал, тот может стать следующим президентом России. И лично следил за карьерой ставленника. В итоге «Газпром» Березовский не получил. Вскоре у младореформаторов случился конфликт с другим олигархом Владимиром Гусинским из-за приватизации Связинвеста. Гусинский ожидал, что компания отойдет к нему, но на аукционе победил Владимир Потанин, что Гусинский счел нарушением договоренностей. Его поддержал Березовский. Он не любил, когда что-то происходило без его участия. В результате медиамагнаты Березовский и Гусинский объявили младореформаторам войну. В ход пошли самые грязные приемы. Чубайса и Немцова полоскали в эфирах ОРТ и НТВ. Знаменитый ведущий Первого канала Сергей Доренко рассказывал про неких стриптизеров, которые якобы танцевали, и не только танцевали, для Немцова за деньги Потанина. В ноябре 97-го Чубайс и Немцов убедили Ельцина уволить Березовского из Совбеза. В воспоминаниях президент напишет, ему нужен был только повод, чтобы убрать эту надоевшую порядком тень. Почти сразу разразилось дело писателей. Оказалось, что Чубайс и еще несколько чиновников получили гонорар в $90 тысяч за еще не написанную книгу об истории российской приватизации. Березовский приложил максимум усилий для раскрутки этой истории. В конфликте проиграли обе стороны. Стараниями Березовского репутация младореформаторов была уничтожена. Вместе с ней и репутация российского либерализма. Произошло это именно тогда, в результате именно той истории. О роли преемника Немцову пришлось забыть. Но и Березовский не вышел победителем. Про него говорили, будто он чуть ли не ногой открывает дверь кремлевских кабинетов. Однако конфликт с Чубайсом и Немцовым показал, насколько такие представления далеки от реальности. Коварный, всемогущий олигарх не смог уволить каких-то двух несчастных вице-премьеров. При этом потерял свой единственный пост. Больше никаких серьезных государственных должностей Березовский никогда не получит. Лишь ненадолго станет исполнительным директором СНГ. Это бессмысленный пост в бесполезной организации. И изберется в 99-м депутатом Государственной Думы. Невеликое достижение для человека с такими ресурсами. Его влияние становилось все слабее. В конце 90-х вокруг Ельцина сложился круг наиболее приближенных советников, так называемая «семья». Это его дочь Татьяна Дьяченко, а также Чубайс, Юмашев и Волошин. Среди олигархов наиболее приближенным к ельцинскому ближнему кругу был Роман Абрамович. У него с семьей сложились отличные отношения. Березовским же семья тяготилась. Он был неуправляем. Повлиять на него было почти невозможно. При этом сам Березовский считал, будто так много сделал на выборах 96-го, что стал чуть ли не равным государству. Он пытался влезать в самые разные вопросы, настроил против себя буквально всех. Не только президентское окружение, но и силовиков. Те Березовского недолюбливали из-за отношений с чеченцами. Но, тем не менее, Березовскому все же удалось спеть свою лебединую песню. Сыграть важную роль в транзите власти, случившемся в 99 году. Весь второй срок Ельцина ребром стоял вопрос, кто станет следующим президентом. Каждый новый человек во власти рассматривался как потенциальный преемник. В первую очередь премьер-министры, которых в конце 90-х сменилось немало. Весной 98-го премьером стал Кириенко, после августовского дефолта Примаков. Весной 99-го – Степашин. Никто из них не был кандидатом Березовского. Наоборот, у Березовского при этих людях, особенно при Примакове, начались проблемы. В Сибнефти и Аэрофлоте прошли обыски. УРТ лишилась государственных субсидий, а на самого Березовского выписали ордер на арест по делу о хищении денег Аэрофлота. Для сохранения имущества и свободы Березовскому отчаянно нужен был человек во власти, который мог бы стать как минимум его защитником, а в идеале его протеже. Человек, с помощью которого он мог бы вернуть утраченные позиции. Это должен был быть человек невзрачный, не харизматичный, лояльный, сообразительный, но звезд с неба не хватающий. Все эти качества Березовский увидел в молодом петербургском чиновнике, который в конце 90-х делал стремительную карьеру в Москве. Чиновника звали Владимир Путин. Они были знакомы еще с 91-м. Тогда Березовский приехал в Петербург с группой американских бизнесменов и был приглашен на прием к мэру города Анатолию Собчаку. На банкете Березовский перебрал со спиртным и уснул. Собчак то ли не заметил, то ли великодушно проигнорировал. Устал человек, всякое бывает. Уснул.
А вот Путин, отвечавший за организацию приема, был глубоко оскорблен. После мероприятия он заявил: «Березовский, мол, пусть лучше вовсе не показывается в нашем городе. Встречу ноги, мол, переломаю». Затем отношения наладились. Березовский развивал автомобильный бизнес, а Путин в северной столице отвечал в том числе и за связи с предпринимателями. Так что им пришлось сотрудничать. К взаимной выгоде, конечно. Березовский не имел прямого отношения к переезду Путина в Москву и его дальнейшему возвышению, но очень обрадовался росту старого знакомого и занялся любимым делом – бросился налаживать связи. Получалось успешно. Путин был новым человеком в столице. В придворных связях разбирался плохо, и такой союзник, как Березовский, был не лишним. Тот вкладывал в Путина много усилий, инструктировал его по тому, что делать и как себя вести. И Путин эту помощь ценил. Вот пара показательных моментов. В 1998 году директор ФСБ Путин с огромным букетом цветов приехал поздравлять жену Березовского с днем рождения. А в ноябре 1999-го, когда Путин уже стал премьером и преемником, уголовное дело по хищениям в Аэрофлоте в отношении Березовского было закрыто. Конечно, в преемнике Путина выбрал сам Ельцин, а вовсе не Березовский. Но Березовский этому решению был рад, как никто другой, и помогал Путину чем мог. Тот был абсолютным ноунеймом, серой канцелярской крысой на фоне таких тяжеловесов, как Примаков, Юрий Лужков или Геннадий Зюганов. На декабрь 1999-го были назначены парламентские выборы, и ельцинский преемник рисковал получить в наследство крайне оппозиционную Госдуму. Чтобы Путину помочь, Березовский взялся за очередной рискованный проект. Он собирался сколотить к выборам новую партию «Власть». Это, конечно, была авантюра. Во-первых, времени было в обрез. Совсем мало. Во-вторых, все прежние попытки создать партию власти бездарно провалились. Однако Березовский взялся за дело, и очень быстро появилось название партии – «Единство» и медведь в качестве символа, а также Сергей Шойгу в качестве председателя. Журналист ОРТ Сергей Доренко будет вспоминать, как в конце лета 99-го приехал в больницу, куда Березовский угодил с гепатитом. Иду по коридору, у него генеральский люкс, справа сидит Миша Леонтьев, строчит что-то от руки, строчит. Миша Леонтьев пишет программу партии Путина. Тра-та-та-та, вот прямо вот здесь вот, на лавочке на какой-то, для рядового состава. Боря, мы всех оттрахаем, кричит он. Я говорю, капельницу поменять. Ты что-то буянишь, у него гепатит, он под капельницей. Мы всех оттрахаем, скидывается в кровати. Я говорю, тебе капельницу поменять? Что с тобой? Я говорю, ты мне веришь? Я говорю, ни одному слову. Он говорит, единство. Я говорю, говно. Веришь в победу? Я говорю, не верю. Он говорит, тогда сиди на даче. Не хрен нос показывать. Мы пойдем в бой, говорит Боря. Доренко в той предвыборной кампании была отведена одна из главных ролей. В эфире ОРТ он топил главных конкурентов зарождающейся партии власти – Юрия Лужкова и Евгения Примакова. Это был звездный час Доренко в его любимом амплуа телекиллера. Результаты думских выборов оказались для Кремля, если не блестящими, то очень хорошими. Победили коммунисты, но их позиции по сравнению с Думой прошлого созыва значительно ослабли. Созданная с нуля и раскрученная Березовским партия «Единство» заняла второе место. Лужковско-примаковское отечество «Вся Россия» провалилось, и Примаков участвовать в президентских выборах отказался. Позже «Единство» превратится в «Единую Россию», которая будет получать на сфальсифицированных выборах конституционное большинство и фактически уничтожит парламентаризм в России. В последний день 99-го Борис Ельцин подал в отставку, назначив Путина исполняющим обязанности президента. В марте Путин выиграл президентские выборы. Борис Немцов будет вспоминать. После выборов Березовский пришел к нему в думский кабинет и сказал: «Ой, какая скука наступила. Володю выбрали, все схвачено, не знаю, чем заняться». Немцов посмеялся и ответил: «Скучать тебе, Боря, не придется». И оказался прав, не пришлось. Первое столкновение олигарха с новым президентом произошло уже через несколько недель после инаугурации, в мае 2000-го. Березовский тогда опубликовал открытое письмо к Путину, в котором категорически возражал против создания в России федеральных округов. Это решение, писал он, снижает независимость губернаторов от Москвы, что противоречит самой идее федерализма и разделения властей. Предложенный вами пакет законов существенно ограничивает независимость и гражданскую свободу десятков тысяч российских политиков верхнего уровня, заставляет их ориентироваться на одного человека и следовать его воле. В
В первых же решениях, казалось бы, слабого и безликого преемника Березовский увидел отход от тех принципов, которые считал важными. Сложно сейчас однозначно ответить на вопрос, действительно ли Березовский верил, что сильные регионы необходимы для развития страны, или надеялся, что при наличии большого числа независимых губернаторов он сможет оказывать на них влияние и собирать коалиции для достижения своих целей. Впрочем, второе не исключает первого, и тоже это часть нормальной политической жизни в любой демократической стране. Так или иначе, Березовский оказался одним из первых людей в России, кто увидел проблему ликвидации федерализма и публично заговорил о ней. Он попробовал обострить ситуацию, предполагая, что Путин побоится вступать с ним в противостояние. Но Березовский просчитался. Новоиспеченный президент был раздражен таким фрондерством. Он вызвал Березовского и заявил, что не согласен с приведенными аргументами. Березовский ответил: «Тогда мы уходим в публичную оппозицию». Летом он демонстративно сложил с себя депутатские полномочия, объяснив, что не желает быть причастным к восстановлению авторитарного режима. Окончательное размежевание произошло в августе 2000-го, когда во время учений в Баренцевом море затонула подлодка «Курск». Путин был взбешен тем, как эту тему освещали на телевидении, особенно на канале ОРТ, где все тот же Сергей Доренко жестко критиковал действия и реакции российского президента. К тому времени Кремль уже выжил из страны Владимира Гусинского, владевшего НТВ, где по Путину проходились много и часто. Гусинского на несколько дней отправили в СИЗО, а затем он немедленно эмигрировал. Теперь ультиматум поставили Березовскому. 5 сентября 2000-го олигарх пишет Путину еще одно открытое письмо, где рассказывает о поставленном ему условии. Или он передает государству свой пакет акций ОРТ, или отправляется в тюрьму. Если я приму ультиматум, в России прекратится телеинформация. Ее заменит телепропаганда, контролируемая вашими советниками. Вам станет легче править, народу будет спокойнее жить, а желающих задавать неприятные вопросы станет гораздо меньше. И в один прекрасный день люди, проснувшись, узнают, что они единодушно одобрили ввод российской армии в какую-то страну для оказания кому-то братской помощи. Вскоре прокуратура возобновила дело о хищении средств Аэрофлота, открытое во время премьерства Примакова и благополучно замятое при премьерстве Путина. Осенью 2000-го Березовский покинул Россию, как оказалось, навсегда. Доля в ОРТ была продана Абрамовичу задешево, и от него перешла государству. Доля в Сибнефти тоже досталась Абрамовичу, а потом стала частью «Газпрома». Бизнес-империя Березовского распалась. Обосновавшись в Лондоне, вот в этом доме он жил, Березовский продолжил попытки влиять на российскую политику. Он считал борьбу против Путина способом исправить собственную ошибку, ведь он считал себя ответственным за приход того к власти. Березовский начал продвигать версию, что взрывы домов в Москве и других городах в 99-м были делом рук ФСБ. Эта конспирологическая теория до сих пор глубоко сидит в общественном сознании, ведь для россиян Березовский был едва ли не главным демиургом 90-х годов, причастным ко всем ключевым событиям, а значит, точно знал, о чем говорит. Спустя несколько лет в Лондоне был убит бывший агент спецслужб Александр Литвиненко, сотрудник и близкий друг Березовского. Британские следователи выяснили, его отравили полонием россияне Луговой и Ковтун, действовавшие, судя по всему, с одобрения российских властей. Литвиненко был одним из авторов книги «ФСБ взрывает Россию». Его смерть стала еще одним аргументом в пользу версии о темных делах российских спецслужб. Березовский в эмиграции пытался собрать коалицию против Путина. Получалось плохо. В 2001-м он хотел возглавить партию «Либеральная Россия», но разругался с другими ее лидерами. Этот проект закончился бесславно и даже трагически. В 2003-м главный оппонент Березовского по партии Сергей Юшенков был убит. Спустя много лет организатор убийства заявил, что ему за это заплатил Березовский и Патаркацишвили. Так это или нет, неизвестно. Во всяком случае, такого обвинения бывшему олигарху следствие публично не предъявило. В 2004-м Березовский финансировал президентскую кампанию Ивана Рыбкина, своего экс-начальника по Совбезу. В этой истории было немало странностей. Например, за месяц до выборов Рыбкин исчез. 5 дней не выходил на связь. Его жена даже написала заявление в милицию. Затем Рыбкин обнаружился почему-то в Киеве и не смог внятно объяснить, как он там оказался.
Он рассказал, что его накачали наркотиками, записали компрометирующие видео и требовали снять свою кандидатуру с выборов. В итоге он так и сделал. В конце нулевых, по 31 числам, когда оппозиционеры собирались в Москве на Триумфальной площади, Березовский в Лондоне выходил на пикеты с плакатами «Я тебя породил, я тебя и уйму». В 2007-м Березовский сделал свой главный ход. Подал в суд на Абрамовича. Повестку он вручил ему лично. Подробности были в газете Daily Mail. Березовский совершал покупки в одном из лондонских бутиков. Увидел, что в соседний магазин зашел Абрамович. Тогда он отправил охранников в свой автомобиль за документами и, получив их, устремился к бывшему партнеру. Между телохранителями олигархов завязалась потасовка. В этот момент Березовский подошел к Абрамовичу со словами: «У меня для тебя подарочек». Абрамович понял, о чем речь, и убрал руки за спину. Документ упал на пол. Тем не менее, с этого момента повестка считалась полученной. В своем иске Березовский утверждал, Абрамович стал исполнителем воли Путина, который решил расправиться с ним, с Березовским, что он вынужден был отдать принадлежащие ему акции ОРТ, Сибнефти и Русала по ценам сильно ниже рыночных из-за угроз и давления, на чем потерял больше 5 миллиардов долларов. Абрамович же в суде утверждал, Березовский никогда не владел долями в указанных компаниях, а деньги, которые он переводил Березовскому, были просто жестом благодарности. Олигарх, мол, был близок к властям, и Абрамович платил ему за политическую крышу. Документы подтверждали правоту Абрамовича. Доля Березовского в Сибнефти и Русале действительно выделена не была. Но было множество других свидетельств в пользу версии Березовского. Письма, записи разговоров, показания и регулярные платежи от Абрамовича Березовскому и Патрикашвили тоже подтверждали тот факт, что эти двое действительно владели частью общего бизнеса и получали с него дивиденды. Вот только нанятые Березовским адвокаты оказались некомпетентными и не настояли на включении в материалы дела подобных доказательств. Сам же Березовский считал, что все более чем очевидно, и почти не готовился к суду. В отличие от Абрамовича, который неделями репетировал, что и как будет говорить на суде. Выступления Березовского зачастую приводили судью Элизабет Глостер в бешенство. Позже она опишет истца как неубедительного и ненадежного свидетеля, который вольно трактует истину в зависимости от своих текущих целей. Возможно, если бы дело рассматривал суд присяжных, а не один человек, решение было бы иным. В любом случае, перед судьей стояла сложная задача. Определиться, какой из сторон верить, ведь дело по большей части рассматривалось в формате слова против слова. Абрамович был лучше подготовлен и в итоге оказался убедительней. 31 августа 2012 года судья вынесла вердикт: в иске Березовскому отказать. Победа Абрамовича стала победой системы странных правовых взаимоотношений в современной России, где все понимают, но мало что оформляют на бумаге. Причем делается так умышленно, чтобы в любой момент правовые отношения можно было изменить. Системы, где частной собственности по сути не существует, поскольку власть всегда оставляет за собой рычаги давления на собственников. В путинской системе сам состав собственников диктуется политической целесообразностью. Лучшей иллюстрацией здесь стала история с Путинским дворцом в Геленджике. Огромное строение, роскошное, безумно дорогое, принадлежит не пойми кому по документам. Потом выходит Ротенберг и говорит: дворец, говорит, мой. Но все ведь знают, что реальный владелец Путин. Фактическое отсутствие института частной собственности, особенно когда речь идет о крупных активах, важнейший инструмент, благодаря которому Путин смог построить систему личной власти. И именно Березовский в 90-е этот инструмент создавал и настраивал. А потом, когда сам пострадал от него, пытался исправить ошибку, рассказывая вот в этом лондонском суде, как вся эта система устроена. Суд против Абрамовича стал последней попыткой Березовского победить путинскую систему. Поражение в суде стало поражением в противостоянии с Путиным. Березовский потерял интерес к жизни. У него началась тяжелая депрессия. В конце 2012-го, после завершения судебного процесса, Березовский снова написал Путину. Первое из писем передал Абрамович. Официально оно никогда не публиковалось, но несколько человек, видевших обращение, утверждают, Березовский просил разрешить ему вернуться, чтобы умереть в России. Вполне вероятно, что это письмо было частью игры.
попыткой сделать какой-то нестандартный ход, попыткой запоздалой. Ответа не последовало. Второе письмо Путину пришло уже после смерти Березовского. По словам самого Путина, текст в нем был аналогичен первому. В открытый доступ этот документ тоже не попал. 23 марта 2013 года Борис Березовский был найден мертвым в доме своей бывшей жены в Аскоте, пригороде Лондона. Учитывая репутацию российских властей, а британцы уже сталкивались с убийцами из Москвы, которые через полмира возили с собой полоний-210, на место были вызваны не только криминалисты, но и специалисты по радиации и биологическому оружию. Однако никаких следов борьбы, отравления или других признаков насильственной смерти обнаружено не было. По окончательным данным британского следствия, бывший олигарх расстался с жизнью добровольно. Журналист Илья Жигулев, в то время работавший в Forbes, встречался с Березовским вечером накануне дня смерти. Тот говорил, что потерял смысл жизни и больше не хочет заниматься политикой. Мы проговорили около часа. Того Березовского, которого я знал, яркого, ироничного, уверенного и стремительного, не осталось. Передо мной сидел очень усталый человек с потухшим взглядом. Березовский был человеком, безусловно, талантливым. Не будучи большим ученым, он сделал научную карьеру, о которой многие настоящие ученые могут только мечтать. Начав с нуля, стал самым богатым человеком в стране, правда, нечестными способами. Создал себе репутацию серого кардинала, который чуть ли не в кабинете Ельцина сидит и диктует, какие указы принимать. На самом деле, за все время Ельцин и Березовский встречались буквально 2-3 раза. Говорят, что при упоминании фамилии олигарха президент недовольно морщился. Березовскому было важно находиться возле власти, влиять на принимаемые решения и на курс развития страны, направлять Россию в ту сторону, которую он считал верной. С приходом Путина к власти это стало невозможно. Желающие попасть в политическую и бизнес-элиту страны должны были демонстрировать отсутствие личных амбиций, готовность безропотно принять любое путинское решение. Зато и вознаграждение за ультралояльность стало намного масштабнее. Березовский и мечтать не мог об уровне влияния и богатства Ротенбергов или Ковальчуков. Под такие правила Березовский подстраиваться не стал. Он решил противостоять Путину. Был готов ради этого поставить под удар свое благосостояние и даже жизнь. Но в итоге проиграл. Постоянный круговорот интриг, заговоров и махинаций в конечном итоге затянулся в петлю на его шее. Сейчас Березовский в России почти забыт. Если о нем и вспоминают, то как об очередном олигархе из 90-х, который нажился на мутных схемах. И это уже медийная победа Путина. Именно поэтому я решил выпустить именно такой фильм о Березовском. Это человек с очевидными темными пятнами в биографии. Энергичный авантюрист, готовый пойти на что угодно не ради денег и власти, а ради адреналина и счастья близкой победы. Но в нулевые годы он стал, пожалуй, главным противником путинской власти. Он все-таки попытался исправить ошибку, которую совершил, когда способствовал приходу к власти Владимира Путина. На что хватило смелости далеко не у многих его коллег, также приложивших руку к становлению Путина. Попытки Березовского оказались безуспешными. Путин так и продолжает сидеть в Кремле, а Борис Березовский лежит здесь, в могиле, за 1000 миль от родины. И все же эту попытку мы можем записать ему в плюс. До завтра. Очень мне понятен ваш вопрос, поскольку я тоже думал, что вот Путин стал президентом, и можно чуть-чуть перевести дыхание, и можно спокойно заняться, наконец, делом, то есть не разрушением, а строительством. Не получается. Путин предложил отступить на 10 лет назад. Вот я не хочу сейчас, я специально не стал говорить о букве закона и так далее, потому что мы же говорим на широкую аудиторию. Да, и у нас на это Но время. по существу это означает возврат на 10 лет тому назад. И это неминуемо произойдет. И возникнет опять огромная неопределенность и неразбериха, которая затронет каждого человека. Понимаете, люди сегодня думают, бог с ним, что там происходит в Совете Федерации, что там происходит в Думе, никого это, в общем, особенно. Я так думаю, что, в принципе, народ так, в широком смысле это не волнует. Но коснется каждого. Каждого затронет. И я уже сказал, в какой последовательности. Политиков, бизнесменов и просто простых людей. Вот в такой последовательности это будет все происходить.